Можно вопрос? Я хотела спросить, как отличить истину от ложного? How can you tell the true from the false? You can't. Не можете. А что делать? What to do? You do whatever the universe wants you to do. А делайте то, что Вселенная хочет, чтобы вы делали. Спасибо. Когда в теле возникает злость, ненависть, гнев, раздражение, When in the body there arises anger, rage, и если это не я тогда, не ложное авторство, так оно так функционирует Вселенная через тело. Если это не я, ложное чувство авторства, Да, да? если это не я бешусь, но если это ложное чувство. And if it's not me who's getting angry, but the false sense of authorship, does that mean that this is the way which the universe works through my body? Okay. Try to make one thing clear. Я хочу сейчас прояснить один момент. It is not the false sense of authorship that actually is responsible for the anger. Ложное чувство авторства – это не то, что как бы ответственно за этот гнев. In my concept, the false sense of authorship claims responsibility for the anger. В моей концепции ложное чувство авторства притязает на эту ответственность. The responsibility for the anger is that of the universe. Ответственность за гнев – это ответственность Вселенной. The universe is responsible for everything. Вселенная ответственна за все. But it is the false sense of authorship which is identified with you. Но именно ложное чувство авторства идентифицируется с вами That says, I am responsible for this anger. и говорит: я ответственна за этот гнев. I shouldn't be angry. Мне не стоило бы злиться. It's not spiritual to be angry, Это не духовно злиться. and I'm a spiritually advanced person. А я духовно продвинутый человек. So how can I be angry? Так как же я могу злиться? So that story is the story that is played out by the false sense of authorship. И это та история, которую проигрывает ложное чувство авторства. Now, the perfect example of this is my guru's guru. Идеальный пример этого – это гуру моего гуру. My guru's guru is a man named Nisargadatta Maharaj. Гуру моего гуру звали Нисаргадатта Махарадж. And he was a very volatile person. И он был очень такой экспрессивный человек. And he often got very angry. И он очень часто, очень сильно сердился. And you can, if you're interested, you can go on YouTube. Если вам это интересно, вы можете залезть на YouTube. And there are some videos. И там есть несколько видео. And you can see him. И вы можете увидеть его. And this man is angry. И он злился. There's a vein on his У forehead. него тут вена на лбу. And it pops out. Даже вот как выскакивал And he is angry. Он реально злился. And you say, wait, he is an enlightened master. И можно сказать: ну подождите, он же просветленный мастер. How can he be angry? Как он может злиться?
And finally, one time someone had the courage И однажды, кстати, такой как раз наступил момент, когда у кого-то хватило смелости to ask him. спросить его. He says, how is it, why do you get so angry? How is it you're angry? Кто-то у него спросил, а что вы так сердитесь-то? If everything is the happening of consciousness, how can you be angry at something? Если все как является вот проявлением Вселенной, как можно злиться? And his reply, because he was always the teacher, И он ответил, так как он всегда был учителем, he said, who's angry? он спросил, а кто злится? He says, I'm not angry. Сказал, я не злюсь. Тему вопрос. About this, a question about this. Серьезно, у меня как-то поиск прекратился и вопросов нету. Я ехал в этот раз. Seriously, the search is like over for me and I have no more questions. I realized this when I was coming here this time. И, в общем-то, не видел смысла ехать. And I actually didn't see that there was any sense to come here. Даже в аэропорту мне человек купил билет, но я отдал половину и должен был ему дать вторую половину. Но так получилось, он не брал трубку, и в аэропорту, когда я приехал за билетом, раз уже я решил ехать, да? На самом деле я хотел ехать. Вернее, нет. So someone bought me a ticket and I was and then I came to the airport, but no, actually I did want to come. Да, и это не я хочу ехать. It's not me that wants to come. То есть что-то тянет. But it's like something is drawing me here, and I wanted to find out what it is. Я хотел выяснить, что это, I wanted to find out what it is. So you had a question. То есть у вас был вопрос. Yes. You did have a question. Так все-таки был вопрос. What is it that is drawing me? Что это такое, что меня сюда притягивает? That was your question. Это был ваш вопрос. So you still do have questions. Значит, у вас все-таки еще есть вопросы. Да. And this is nothing to be ashamed of. И это не что-то, чего нужно стыдиться. I'm glad you are here. Я рад, что вы здесь. You are very welcome. Всегда добро пожаловать. Скажу даже больше, первый раз, это же третий мой Even приезд. say more. This is Первый the раз в third time 2004 году I came here. я уже через 2 дня должен был стать монахом. The first time that I came Мне here, попадается книга Нисаргадаты Махараджа. in 2 days I was По supposed to интернету. become a monk, and then I got Nisargadatta's book via the internet. Я решаю, я говорю, что все, я не буду монахом, все And удивлены. I decided that I'm not going to become a monk. И в общем вагоне я добрался без денег практически до вас. And I practically had no money, but I made it to your satsang, nevertheless. Но первый раз я был очень разочарован. But the first time I was very disappointed. A lot of people have that reaction. But obviously the teaching was not finished with you. Но очевидно, что учение не покончило с вами. Как и первый раз было непонятно, но бодрило и сейчас. The first time it was unclear, but it was very like invigorating, and right now it's the Но same действительно way. мне непонятно.
but I still don't understand. I'm very glad. Я очень рада. Understanding the concepts of the teaching is, for me, the best thing. Понимать концепции учения для меня это самое лучшее. Внимать. Понимать. Понимать. Because the concepts, the pointers of the teaching are valuable only in the moment. Указатели концепции, то есть указатели этого учения, они ценны только вот в данный момент. And so all I'm concerned with is what these concepts point to. И меня интересует лишь то, на что указывают эти указатели. Not the concepts themselves. Они сами эти концепции. So to understand the concepts or not understand the concepts makes no difference. Поэтому понимать или не понимать концепции, это без разницы. Как и все присутствующие, я постоянно смотрю на вас. И меня удивило, что когда вы одариваете аудиторию взглядом вот во время тишины, и когда взгляд доходит до меня, в этот момент у меня происходит... Я слишком много говорю, да? Нет, нормально. В этот момент у меня происходит расфокусировка взгляда, и я вас как раз вижу хуже. Почему? Может быть такая реакция в этот момент. When we're sitting in silence and when you're looking at everyone and when you come to me and start looking at me, I have this thing that my eyes stop being focused and I start to see you worse, like you get dimmer. Why does this happen? Нет, не хуже вижу, а как будто бы, не знаю. Not that I see you worse, but Не могли бы про гнев продолжить? Вы рассказывали про своего учителя. То есть, получается, гнев не влиял на его здоровье, он его не разрушал? В каком объеме? Он же был гуру. Что... could we continue talking about rage like you were talking about your teacher who was angry? Being so angry, did it harm his health in any way? I mean, if he was so angry all the time, well, and anyway, he was a guru. Yes, it may have. Ну, I mean, he died of cancer, возможно, разрушало здоровье, но он умер от рака. but he smoked and Курил, so he had throat cancer. у него был рак горла. I don't know Не знаю, whether it hurts his health or not. повлияло ли это как на его здоровье или нет. But the whole point is the anger was not in his control. Но все дело в том, что этот гнев был вне его контроля. The nature of that organism В характере этого организма was to react with anger. было реагировать гневом. It was how that body and mind combination was made. Именно таким была создана эта комбинация тела и ума. But what he was saying when he said, "Who's angry?" И когда I'm not angry. он спрашивал, а кто злится? Я не злюсь. He's saying there is no involvement in the anger. Он говорил, что нет никакой вовлеченности в этот гнев. The anger was like breathing. Гнев был просто как дыхание. He got angry in the same way he breathed. Он сердился точно так же, как он дышал. Это просто картинка была гнева, то есть он реально не злился. So it was only like Just a acting. picture of anger. He was just acting angry, but actually not feeling it.
No, he was angry. Нет, он реально злился. He was feeling it И он чувствовал этот гнев as that body. в качестве этого тела. But there was no claim of authorship in that body. Но в этом теле не было никакого притязания на авторство. And so there was only the anger, Поэтому был лишь этот гнев. nothing more. Ничего больше. But nothing less either. Ну и ничего меньше тоже. It wasn't fake anger. Это был не такой не ложный гнев, он не притворялся. You look at the video. Посмотрите на видео. It's real anger. Добрый день. Дайте, пожалуйста, совет. Can you give me some advice? No. Ну давайте. Okay, no advice. Okay. Какие инструменты или какие мои действия могут помочь мне в любой из моментов моей жизни правильнее почувствовать, что от меня хочет Вселенная в данный момент? What actions of mine can help me in any moment of my life to feel better? What is it that the universe wants from me at this moment? I don't know. Я не знаю. Окей. Тогда я поставлю вопрос по-другому. На первом занятии вы сказали, я примерно говорю, я могу недословно, для того, чтобы пройти свой путь успешно, надо уметь отказываться от своих привязок. On the first day, you said that in order to walk your path in the best way, it's necessary to get rid of your attachment. That's not exactly what I said. Я не совсем так сказал, Because потому что it's very important, the distinction. очень важно проводить это разграничение. What I read was a description. То, что я прочитал, это было описание. The great way is not difficult Великий путь не труден for those для тех, Кто не привязан. not attached to preferences. кто не привязаны к своим предпочтениям. Okay? The great way is not difficult for those who are not attached to preferences. That is a description. Это описание. What you heard То, что вы услышали, was a prescription. это было предписание. What you heard was, I must Вы услышали, что я должен not be attached. не быть привязанным. Нет, уметь отказываться. To be able to say no. Или готовым быть Or to готовым be отказываться. ready to say no. The same thing. То же самое. What is it that enables you to be ready? Но что позволяет вам быть готовым? Внутреннее состояние. My inner state. Okay. Хорошо. And what is responsible for your inner state? А что ответственно за ваше внутреннее состояние? Я сам. Me. Плюс Вселенная. Then make your inner state receptive. Тогда сделайте ваше внутреннее I'm not stopping you. состояние таким наиболее восприимчивым. Я вас не останавливаю. Все правильно. Yes. И поэтому я спросил, That's why I'm можете ли asking, вы подсказать, can you tell me какие инструменты я могу which использовать, instruments can I use чтобы сделать свое состояние более восприимчивым к to make my inner state more receptive пожеланиям Вселенной? to the wishes of the universe? No, you just told me it was up to you. Нет, вы только что сказали, что вы ответственны за ваше внутреннее состояние. What do you need me for? Я вам зачем нужен? Вы мне не нужны. Мне нужно знание, I need knowledge,
определенные знания, на определенные выводы вы меня уже подтолкнули, как бы. You have already helped me to make to understand something. Now I need some knowledge, some precise knowledge. Поэтому я надеюсь, That's why I hope что ваша Вселенная подскажет вам, как подтолкнуть меня дальше. that your universe will tell you how best to give me a push right now. To tell me. That's what I've been doing for 2.5 days. Я уже 2,5 дня как раз этим и занимаюсь. Но на мой вопрос вы ответить не готовы. But you're not going to answer my question. Yes, I'm very bad at that. Да, у меня это очень плохо получается. Окей. Я готов задать еще несколько вопросов, но... I mean, whether you say you ask me for advice, I say I don't give advice. Then you change the question to ask me for advice, and I'm still not going to give you advice. Вы сначала сказали, я хочу совет, я сказала, что я не даю советов. Потом вы перефразировали вопрос, но вы фактически все равно спрашиваете у меня совета. Не совета. Достаточно, если вы что-то расскажете, что подтолкнет меня к пониманию определенного... It needn't be advice. If you just say something which would sort of give me a push and help me to get more of the understanding. That's what I've been doing for 2.5 days. Этим я и занимаюсь 2,5 дня. I have been giving you many pushes. Я вас постоянно толкал. You think you know which push you need. Вы просто считаете, что вы знаете, какой конкретно толчок вам нужен. Вы так много толкали, что у меня даже голова болит. You've been pushing so much that I even have a headache. Okay, fair enough. Наверное, хватит. I think it's enough. Okay? Хорошо. Ну хорошо, спасибо. Пожалуйста. Хотел бы поделиться маленькая предыстория. A small. Просто я давно занимаюсь практиками, много мастеров было. I've been doing a lot of practices. I've been to many teachers. Дней 10 назад началось усиление, вот то, что сила говорят. Что? Сила начала приходить, усиление пошло. About 10 days ago, it's like I started to get more power. Начал появляться внутренний жар сильнее, My inner heat started increasing. блаженство легкое. Больше энергии. Да. My body became lighter. То есть вот я сейчас сижу, например, у меня тонкая вибрация идет по ногам, она ощущается как блаженство. A subtle sensation which is То есть going я through my чувствую legs, течение энергии, вот and как which оно is идет вверх, felt as поднимается. a bliss, and I feel the flow of energy as it goes up. С утра я проснулся в 4 часу, лег в 1, In кстати, the morning I woke up, it wasn't от того, что по even телу 4 идет o'clock. энергия. Но у меня это And I went to bed at 1, бывало раньше, because но I вот felt the energy going through my body. за It's последнюю something which неделю I've это все усилилось. experienced, before. И особенно And со in the вчерашнего past утра. week it has been increasing, and especially since last morning. Вот, это идет как волна, к примеру, This is утром, felt as a wave in the morning, одна за for одной, вот, instance. будто тебя One океаном after the обдувает. other. It's like, the ocean is washing over you. Если ты расслаблен, это просто приятно, очень This сладко, я is бы very сказал. pleasant. I'd say it's very sweet. Если ты не успеваешь подстроиться, в этот момент тебя сбивает. And if you're not able to tune То есть into it, реально you're либо knocked пополам off вот так your на кровати feet. сжимаешься. Either literally you're like Один squashed раз into просто bed. даже вот здесь вот сзади так отдалось боль в печени либо где-то там. I had this, Я понял, что нужно intense настолько pain осторожно in the просто back of вообще. my body, and I understood that you have to be really careful with И this. вот это вот усиливается, усиливается. And this Сегодня increases с утра, and increases. вот как началось, Today, проходит it через started, голову, в голове, goes up through my head. словно вот как палец толщиной, It's так like вот энергия something is выходит, как there, салют, условно говоря. a finger, Очень a приятно. fig, and it goes up. It's very pleasant. Ничего не делаешь, просто лежишь, You're not расслабляешься. doing anything, you're just lying there Отпускаешь все, relaxing. это тоже отпускание, как вот погружение Letting everything получается. go. It's like полное you're такое. immersing, yourself Это into все легко something делается. completely. That it's, Сейчас даже делается внимание, просто вот как бы оно само
внимание и блаженство, они как бы соединяются. And it's like attention and bliss. То есть усилий they're никакого делать не надо uniting, вообще. and you don't need any effort to do anything. Мысли не мешают. Sounds to me like you're having a very good week. Мне кажется, что у вас классная неделя. Но в понедельник или вторник утра я плакал. Слезы шли, а вот прямо и сопли. Кто мне помогает, я набрал смс-ку, мы как бы связь потерялась, но она есть. And so Мне last week помогают. was a bad week. То есть можно сказать, что прошлой неделе была, не такой хороший, плохой, когда вы плакали. And this is life. И такова жизнь. Нет, я не могу сказать плохо или хорошо, потому что в плохом есть хорошее. То есть реально я вот это ощутил, поменялось внутреннее ощущение. Вот я не знаю, как словами передать. Просто реально как бы, нету просто плохого. Это просто другое состояние. Ты смотришь по-другому, и это меняется. И это тебя раскрывает. Так просто получается. Это не зависит от тебя. Yes. И вот есть вопрос в связи с этим. Yes. То есть волна-то тебя поднимает. Куда? На обрыв, получается. С одной стороны, внутреннее понимание есть. Ничего не сделаешь. Вот оно как есть, так идет, так и идет. Yes. А что потом все равно? Хочется узнать. I don't know. Я не знаю. I cannot tell the future. Я не могу предсказывать будущее. I don't know where this will take you. Я не знаю, куда это вас приведет. I really don't. Я правда не знаю. We'll have to see. Мы посмотрим. У меня такой же ответ, просто я хотел уточнить. Yes, I have the same answers, I just wanted То to есть check. реально with никак. you. Почему мы нуждаемся в вере? То есть каждый сюда приходит в ожидании того, что он верит, что что-то случится после этого события. Мы верим, что мы встретим каких-то людей, и вся жизнь изменится. Мы верим в то, что мы придем куда-то, сделаем что-то, и что-то изменится. Откуда берется эта вера, и почему она вообще берется? Why do we need faith? We all come here to these satsangs believing that something will change, that we'll understand something, that we'll meet someone. Why do we need this faith? Where does it come from? Why is it there in the first place? So, all of the questions about why things are the way they are, Все вопросы о том, почему все есть так, как есть, I have no answers for. на них у меня нет ответов. In this teaching, we point to the what of things. На этом учении мы указываем на то, что происходит. So, the what is, you're here. А что происходит, это то, что вы здесь. And we say, what is it that is responsible for your being here? И мы спрашиваем, что ответственно за то, что вы здесь оказались? How is it that you are in this seat at this moment? Как так произошло, что вы сидите вот на этом стуле в данный момент? And when we look at the what of things, И когда мы рассматриваем то, что есть, it can be fascinating это может быть очень увлекательно. to see what this happening is connected to. Смотреть и увидеть, с чем связано вот это явление. Вера не дает, скажем так, не дает находиться в текущем моменте. Вера всегда пытается увести тебя в будущее. Faith does not let you just be in the present moment. It's always trying to take you into the future.
Yes, faith is an expectation Вера – это ожидание for the future. в будущем. When we say, I have faith, Когда мы говорим «я верю», it is a belief это вот буквально вера во что-то, about what will happen. что произойдет. I'm not saying that faith is necessary. Я не говорю, что вера необходима. I can only say that faith happens. Я могу лишь сказать, что вера происходит. Когда она будет не нужна, ее не будет. So when it will not be necessary, it will not be there. We can say this. Можно так сказать. But it is here. If it's Но here, она здесь. if it is here, if you have it, Если она здесь, если она в вас есть, then this is part of what is. тогда это является частью того, что есть. And it is the starting point for looking. И это исходная точка для смотрения. So the faith is here. Мы говорим, вера здесь. And you say, what is it connected to? И спрашиваем, а с чем она связана? What is responsible for this faith? Что ответственно за эту веру? What is its essence? В чем ее суть? Еще один вопрос такой. Я хотела бы, конечно, тему добить. Добить тему именно... А может погромче? Да. Говорю, хочу тему добить. Именно вот это видение. I'd like to То, talk о чем more on the мы subject of разговаривали позже. seeing. Yes. Здесь, на самом деле, здесь такое ощущение, как вот в том смысле обрыва какого-то. I have the feeling. Такое ощущение, что все станет на свои места. I have the feeling of being on this Причем, на самом деле, с другой стороны, that есть everything вещи will нерадужные. fall Есть into вещи place. нерадужные. And at the same time, I realize that not all things are very happy and rainbowy. Все вот эти надежды, можно сказать, все. All these hopes. В общем, как будто ну, тут не за что как раз говорить. Я имею в виду, ради чего жить. Здесь все будет происходить, как будет происходить. It's like there will be nothing to live for, and everything will happen as it happens. You can have your fantasies about seeing, Можно сколько угодно фантазировать о видении, but they are only fantasies. но это всего лишь фантазии. There is nothing to say about seeing. О видении вообще ничего нельзя сказать. There is only the looking. Есть только само смотрение. When the seeing happens, Когда видение происходит, there's nothing more that needs to be said about it. больше уже о нем ничего не надо говорить. But the looking Но смотрение, is where all of this energy is in this teaching. смотрение это то, где находится вся энергия, согласно этому учению. When the seeing happens, there's no need for the looking. Когда происходит видение, тогда смотрение нам уже не нужно. But until that moment, the looking is what is important, not the Пока seeing. этот момент не настал, то именно смотрение важно. Созерцание. Да? Не скажу, что созерцание. Смотрение на эту точку. Looking at this point. No, not looking at anything. Нет, не смотреть на что-то. Looking. Смотреть. Wherever your looking lands. Смотреть туда, куда упадет ваш взгляд. Внимание, да? Attention. We're looking at what is. Смотрение на то, что есть. Being curious about what is. Мы любопытны относительно того, что есть. What is this? What's happening? Что это такое? Что происходит? What's going on? Who are you? Кто я? Но это вопрос очень важный. It's a very important Потому question. что It's not important, it's only whether it interests you. Он не то чтобы важный, все зависит от того, насколько он вас интересует. To me, who am I is no more important than what is the nature of this rose. Для меня вопрос, кто я, не более интересен, чем вопрос, какова природа этой розы. How is it that this rose is like this? Как так получилось, что эта роза вот именно такая? What is it
connected to? What is responsible for this? С чем она связана? Кто ответственен за то, что вот она такая? To me, I make no hierarchy of one is more important than the other. Я не выстраиваю никаких иерархий, я не говорю, что вот одно важнее, чем другое. Simply look wherever your attention and your interest take you. Вы просто смотрите туда, куда упадет, куда поведет ваше внимание и ваш интерес. And relax. И расслабьтесь. You can't do it wrong. Вы не можете сделать это неправильно. There is no right way or wrong way. Нет никакого правильного или неправильного способа. And that is why I don't give advice. И поэтому я не даю советов. Because I'm not saying this is the right way to do it. Потому что я не хочу говорить, что вот так делать правильно. Follow your own path Следуйте своему собственному пути. to where it takes you. Туда, куда он вас приведет. Очень интересный вот этот момент, что вы говорите, что вы не можете сделать неправильно. It's very interesting, this thing you say that you can't do it wrong. Это откликается моим опытом, потому This is что confirmed by my experience. когда вчера у меня было состояние такого прилива свежести, радости, When счастья. yesterday I had this state, this flood of Вот. freshness, И оно lightness, связано, joy, очень сильно напоминало мне чувство детства, and it reminded раннего me детства. very much of my early childhood. И в этом детстве я была счастлива, And in my свободна. childhood I was happy and free. И много хотелось свободы, но меня как будто заталкивали в рамки it's поведенческие. И Everyone говорили, was, вот так правильно, вот так telling me this неправильно. is right, this is wrong. Everyone was pushing me into И some, я, some как sort of хорошая frame. девочка, старалась And сделать like a good правильно. girl, I was trying to do it right. Но в этом я потеряла себя But настоящую. in this, I lost myself, my И у real меня self. были такие взрывы протеста, And I had когда these меня outbursts of заталкивали в детский protest. сад, Like а when я they were оттуда forcing me пряталась и to убегала kindergarten, and I домой. was running away from there, was running Мне away, хотелось running домой home. играться с братом. And I wanted to run home to play with my brother. Вот. Доходило до того, что я разбивала окно, влезала, и мы I was играли классно. I was like breaking the window, you know, Вот. getting I out of bet the you window. were. Я вот точно думаю, что вы так делали. Это был кошмар. Я сейчас вспоминаю, думаю, вот до чего доходило. I remember right now, that was really something. Вот. И я потеряла это чувство счастья. И And I сейчас, lost когда this я feeling of понимаю, happiness. что я свободна, And now when I understand и that это I'm free, раскрывает мое and this opens сердце, my heart, то детское, которое было изначально, это чувство I счастья. И realized оно that никуда не I уходило, had оно that осталось. feeling of happiness as a child, and it И вот actually didn't go anywhere. разрушить It's эти still рамки, there. и все, You достаточно. just have to break these, this frame you're Не in, and надо that's it. что-то делать, оно And you don't have просто to есть. do anything because it's all there. Спасибо, что вы сказали, что я не могу делать неправильно. Thank you for saying that you can't do it wrong. I have a question, something maybe about organization. About what? About organization. Organization. A little bit. Okay. You can make election about your teaching for us, yes, or you can ask a question that we ask you. Why you prefer the method of answer the questions, but not making election? Election. Вопрос в том, почему вы предпочитаете вот формат Почему вопрос-ответа, да, а не лекции. Да. Мгм. Yeah, why do you prefer this format of question and answer instead of just giving a lecture?
really, it's because I am more interested in you than I am in me. На самом деле, потому что меня больше интересуете вы, чем я сам. And so, I am interested in where you are. Меня интересует то, где вы находитесь. I am interested in what you are feeling, what you're experiencing. Интересует, что вы чувствуете, каков ваш опыт. And this teaching is an opportunity for me to connect with you. И это учение, это возможность для меня общаться с вами, установить связь. When I am sitting here talking, Когда я тут сижу перед вами и сам говорю, it's all going one way. это такое одностороннее движение. Я хочу спросить вас про расслабление. I'd like to ask you about relaxation. Кажется, расслабление – это не то, что показывает нам ум, и можно прожить очень долгое время в высокой степени концентрации, и при этом совершенно не расслабляться. Я хочу спросить вас, какое оно, это наслаждение, расслабление, как это можно прийти, это можно почувствовать. Не то, которое рисует нам ум, не то, которое представляется нам обыденным, настоящим концентрацией есть большая разница. It seems that our mind is drawing us a picture of what relaxation should be, but I have the feeling that you can live with a very high level of attention, concentration, also not be relaxed. Could you tell us what real relaxation would look like? This real relaxation, this bliss? No. Не могу. Unfortunately, it is not something that I can describe. К сожалению, это не что-то, что я могу описать. It is truly the peace that is beyond understanding. Это действительно покой, который находится за рамками любого понимания. Because it is not conditional. Потому что он безусловный. This relaxation or peace Это расслабление или покой exists even when there is agitation. существует даже когда есть взволнованность, Even when there is anger, даже когда есть гнев, even when there is sadness. когда есть грусть. It is not dependent on anything. Он не зависит ни от чего. So, it is not an experience. Он не является переживанием. It is truly what we are. Он является тем, что мы есть на самом деле. То есть получается, мы всю жизнь ищем то, что есть всегда с нами. So it turns out that all our lives we're looking for something which is always within us already. We can say this, we are like fish in the ocean looking for water. Можно так сказать, мы как рыбы в океане, которые ищут воду. Дети находятся в состоянии есть. Are children in this state of I am? Up until the age of 2 years old, yes. До двухлетнего возраста, да. То есть пока у них нет какой-то картинки о внешнем мире, они в этом состоянии. So while they still don't have some sort of a picture of the external world, they're in this state. No, when they don't have a sense of being independent, Они находятся в этом состоянии, пока у них нет ощущения независимости. they are in this state. И тогда, пока этого нет, они в этом состоянии. So they continue to have a sense there is me and there is you. У них есть чувство того, что вот есть я, есть ты. There is me and this toy. Есть я, есть вот эта игрушка. There is me and this other child. Есть я, и вот есть этот другой ребенок. But they are not independent things. Но они не считают их независимыми. It is all part of this connected wholeness.
Они считают, что все это является частью такого взаимосвязанного единства. And there is pleasure, И в этом There's есть pain. удовольствие, есть боль, there is happiness, есть радость, and there is unhappiness, есть отсутствие радости, but there is no suffering. но нет страдания. The pain, even when it is intense, Боль. is not suffering. Даже когда она сильная, не является у них страданием. Because there is no story around the pain. Потому что вокруг этой боли не возникает никакой истории. There is simply the pain. Есть просто боль. There is no story that it should not be this way. Нет никакой истории на тему, что так быть не должно. There is no story that someone else is responsible or I am responsible. Нет никакой истории о том, что я за все это ответственный или кто вообще за это ответственный. All of that is absent. Все это отсутствует. And that is also the state of the sage. И это состояние, это также состояние мудреца. Because there is no sense of being independent. Потому что нет ощущения того, что я независимый. У него нет ощущения, что он зависим. But this child also doesn't have the feeling that he is dependent. That is correct. Да. А почему тогда дети, если их маленьких напугали в детской поликлинике, и занести их обратно в эту детскую поликлинику через месяц, они начинают кричать, как только увидели стены? Then why, for instance, like if a small child was scared by a doctor, like in the doctor's office, if in like a month you bring him into the doctor's office again, he'll start crying, well, just when he sees these walls. Because he has memory. Потому что у него есть память. Память есть, а страданий нет. He has memory but no suffering. That is correct. Да. Yeah. Хочется понять, где вот этот момент, когда начинается страдание. I'd like to understand where is this moment where suffering begins? Где этот переход? Where is this transition? It is different for each person, but it is around the age of 2 years old. Для всех это происходит по-разному, но это происходит в области приблизительно 2 лет. На чем мы ловимся, что эти страдания включаются? В каком смысле? Ну так спроси, на чем мы? Сознание ловится, что страдание начинается, из боли превращается в страдание. What is consciousness get caught up in so that suffering begins, so that pain transforms into suffering? I give this occurrence that happens in human beings the name, the birth of the false sense of authorship. Это явление, которое происходит с людьми приблизительно в 2 года, я называю рождением ложного чувства авторства. As a way of talking about it. Просто потому что нам нужно об этом как-то говорить, и я так это называю. But really, for our purposes, it's simply useful to acknowledge that it happens. Нам просто для наших целей важно признать, что это происходит. To observe in children that are about 2 years old when this happens. Для того, чтобы мы могли это видеть, например, наблюдать в 2-летних детях, как с ними это происходит. And it's not difficult to notice if you're paying attention. Нетрудно зависеть, если вы внимательны. Because when this happens,
the child's crying changes. Потому что когда это происходит, то плач ребенка меняется. The nature of the crying changes. Характер его плача меняется. And prior to this birth of the false sense of authorship, the crying is powerful and it's loud and immediate. До рождения ложного чувства авторства плач ребенка громкий, такой захватывающий внимание. But after the birth of the sense of authorship, Но после рождения ложного чувства авторства the crying contains agony, в плаче появляется эта нотка агонии, suffering. страдания. There is this sense in the crying, you can feel it, Это чувствуется в самом плаче, that everything is wrong. что все неправильно, все. Because that's how it feels. Потому что именно так это и ощущается. It feels like the entire universe is out of order. Как будто вся Вселенная, все в ней неправильно. Not only don't I like this, Мне не просто вот это что-то в данный момент не нравится, but it should not be like this. но так быть вообще не должно. It's wrong. Это все неправильно. And that is suffering. И это страдание. Ну, как я ощущаю, это тогда, когда заталкивают в рамки поведенческие. The way I feel it is when I'm like forced to conform to some behavioral. Чтобы родителям было удобно им управлять. This is convenient for parents because they can control a child better this way. Shall we take a break for Давайте перерыв. 20 minutes? 20 минут.